Всем привет, друзья! Вы на канале Distillation, и в этом видео мы с вами будем делать бурбон. Буду в засыпи использовать 6 кг муки, 3 кг ячменной каши и буду использовать еще 2 кг ржаной муки. Значит, дрожжи буду использовать вот такие вот эко-коди, на кодзях будем делать. Но не хочется мне заморачиваться с температурными паузами, поэтому будем делать на кодзях. Значит, все, сейчас засыпаем, размешиваем, ну и ставим на брожение. Значит, все, приступаем к засыпи. Так, кукурузу мы внесли, сейчас я перемешаю и потом вносим ячменную кашу. Так, тщательно перемешиваем кукурузу, чтобы там не было никаких комочков у нас. Есть, перемешали, теперь вносим ячменную кашу. Перемешали. Ну да, кстати, водичка должна быть немного теплая, где-то приблизительно 25-30 градусов, чтобы кодзи нормально завелись. Так, ну и теперь дело с мукой. Муку буду вносить не всю сразу, а постепенно, потому что мука у нас, скажем так, не так просто перемешивается, как крупа, поэтому не было сгустков, скажем так. По чуть-чуть. Час нес, перемешал, час нес, перемешал. Так, и перемешали. Так, сейчас еще часть несу и потом хорошо все вымешаю. Так, я думаю, что в принципе можно все. Потом, конечно, удовольствие, это не, скажем так, удовольствие не из лучших муку вымешивать, но тем не менее придется. Так. Процедура это будет не быстрая, поэтому не переключайтесь. Да, вымешивать, конечно, муку, если не имея строительного венчика, к сожалению, у меня нет вот такой вот ручной, скажем так, лопаты. Это еще удовольствие еще то занимательное. Минут, наверное, 15-20 я тут винтил его. Так, ну все, в общем, размешал я, ну, как бы, где-то одиночные сгустки еще есть, но я, скажем так, думаю, коди их доедят. Значит, по дрожжам у нас в засыпи получается 11 килограмм всего зерна. Производитель рекомендует 12 грамм на 1 килограмм зерна. Значит, ну, у меня тут осталось вот в пачке, тут получается 120 грамм, я только что взвесил, осталось, поэтому будем высыпать все. Вот, я думаю, там с этим проблем не будет. Все, засыпаем коди, ну и где-то, я думаю, дней 10-15 как минимум будет оно у нас бродить. Коди будут ферменты превращать в сахара, ну и соответственно тут все это будет ферментироваться. Все, дрожжи мы коди наши внесли, даем минут, наверное, 20-30 я им дам, чтобы они по поверхности расползлись. Вот. И потом все это дело перемешаю и оставим это дней на 15. Я думаю, как минимум будет это все дело у нас сбраживаться. Под гидрозатвор я ставить не буду. В принципе, не вижу в этом никакого смысла. Ну, я думаю, первый день как заведется, первые 2-3 дня будем помешивать их, шапку будем снимать. Вот. Ну, весь процесс этот я вам покажу. Итак, ребят, прошло 3 недели, и брага для нашего бурбона готова. Играла она 3 недели. Скажем так, 2 недели было активного брожения, ну, неделя процесс дображивания, скажем так. Ну, как видим, уже начала она осветляться, вот такая у нее консистенция. Ну и осадок осел полностью на дне. Брага имеет такой характерно бражный вкус, поэтому
Я думаю, что все сахара, которые были в нашей засыпи зерна, соответственно, дрожжи Кодзи их переработали в спирта. Ну что ж, такой бражно-спиртовой вкус у браги характерный имеется. Все, сейчас начинаем мы процесс перегона. Переливаем все это дело в такой вот куб у меня 80-литровый. Разводим будем до момента начала отбора на 2 теннах по 3,5 кВт, потом 1 тен отключен. И начнем наш процесс первой перегонки для получения спирта сырца для нашего бурбона. Итак, основную жидкую часть, скажем так, нашей браги я перелил уже в куб. Ну, получилось, как мы видим, приблизительно 40 литров. Но еще осталась у нас густая часть. Я сейчас, наверное, еще добавлю. Тут вот осталось, скажем, вот такое вот количество нашей густой части. И сейчас я, наверное, ну, кошек таких вот 5-6 все-таки еще добавлю сюда в нашу брагу, которая перелита в куб. Скажем так, условно по красно-белой схеме. Много не буду добавлять, чтобы, скажем так, не сделать пригар теном, хотя они антипригар, но тем не менее не будем рисковать. Если, конечно, испортится, то будет очень печально. Поэтому я сейчас еще, наверное, ну, таких вот черпаков 5 добавлю нашей густой части браги. Итак, сборка нашего подстила довольно-таки простая. Что я буду использовать, это вот такой дефлегматор, он не подключенный, в качестве просто удлинителя для удобства. 2 поворота по 45, ну и вот такой вот холодильник Демрота. Ну и так как брага у нас зерновая, в ней присутствуют серные соединения, буду использовать вот такие вот медные пажи. Ну, тут их 2, и 1 я уже засунул вовнутрь. Даже на первой перегонке в том числе. Все, значит, собираем, ну и ждем первых капель. Итак, ребята, вот наглядный пример того, как может зерновая брага пениться, особенно когда в ней присутствует рожь. Видим, такая пена начинает образовываться. Это еще на стадии, скажем так, нагрева. Поэтому я сейчас сюда еще добавлю, чтобы пена не пошла, так как в быстром режиме буду перегонять, то добавлю еще сюда пеногасителя. Поэтому однозначно в зерновую брагу добавляем пеногаситель. Ну вот так я добавлю. Я думаю, этого будет достаточно. Так, все, пошли первые у нас капли. Температура в кубе у нас 90 градусов, ну как мы видим. Ну и все, отключаю я второй тен и перегоняем на одном тене. Так, закончили мы первый этап перегонки из браги в спирт-сырец нашего бурбона. Получилось у нас ну, вот в бутле 19-литровом. Ну вот так вот получилось вот доверху, ну, где-то приблизительно 16-17 литров. Ну, то уже точное количество, когда в куб будем переливать, там уже посмотрим. Ну и как видим, практически в ноль мы тут все выгнали. Ну, тут градуса 3-4 осталось, ну, то уже не будем и заморачиваться, скажем. Тут с учетом поправки на температуру, спирт-сырец он такой тепленький, поэтому я думаю, что там как раз на запах, ну, ароматный получился у нас спирт-сырец. Нету таких сивушных запахов в нем. Ну, запах хлеба и запах кукурузки у нас присутствует в нем. Поэтому переходим ко второму этапу дробной перегонки. Ну, соответственно, дальше продолжаем перегонять. Итак, начал разбирать наш девайс после первой перегонки нашего спирта-сырца бурбона. И начал вытаскивать медные пыжи. И, как видим, вот такого они цвета и состояния стали. Поэтому при первой перегонке я вижу, что целесообразно их применять. В любом случае, если вы перегоняете зерновые браги. Ну, вот как видим, цвет какой. Так, ну и в кубе. То, что у нас после первой перегонки. Ну, вот как видим, плюс-минус, скажем так, чисто относительно, можно сказать. Поэтому пеногаситель, ребят, кто на перегонке зерновых браг, добавляйте однозначно. Если коротко про результат нашей первой перегонки, нашего бурбончика с браги на спирт-сырец. Ну и как видим, получилось ровно 15 литров по тарировке куба. Куб это у нас 35-литровый, но сюда 37 влазит. Ну и крепость, как мы видим, получилась ровно 25 градусов. Крепость нашего спирта-сырца. Все так и будем перегонять, разбавлять я его не буду. Такой спиртозностью будем его и перегонять. По запаху получилось
Ну приятный запах, такой нету сивушных таких запахов в нем. Чисто хлебно-кукурузный запах у нашего спирта сердца. Да, он немного мутноватый, потому что мы все до нуля выбирали, но аромат у него приятный. Процесс дробной перегонки нашего бурбона. Ну, сегодня будем порадовать следующей сборке. Диоптер, я туда запихнул пару пыжей медных, ну и вот такая торрелистая колонна на 4 этажа. Там было у меня 5-этажная, ну вот как мы видим, я один этаж убрал, чтобы сильно, скажем так, ароматику не срезать колонны. Узел отбора по жидкости, ну и холодильник дернуто. Вот такую конфигурацию сегодня мы будем убирать. Все, колонна, как мы видим, вот забилась. Сейчас даем ей минут 5-10 постабилизироваться и начинаем отбор голов. Голов будем отбирать 10%, ну, это приблизительно 300-350 грамм этих, ну, в общем, на 300 грамм я буду уже пробовать по запаху, по ароматике. Итак, постабилизировалась наша колонна 5 минут. Значит, ну и как видим, вот такие у нас идут температуры. То есть в дефлегматоре уже 74,5, в принципе, уже, как видим, стабильным. Все, сейчас открываем краник и начинаем отбор по капельной голов. Так. Ну вот так приблизительно оставим. Вот такой скоростью, можно даже чуть-чуть меньше еще. Вот так оставим. Вот с такой скоростью будем отбирать. Ну и вот как видим, наша колонна полностью завелась, полностью работает. Вот. Ну и вот уже пошли наши первые капли голов. Так, клапан отбора я не подключал, ну вручную будем, я думаю, так тут будет быстрее и, скажем так, практичнее. В процессе дистилляции, а не ратификации, тут в принципе, как бы, если не на удаленке гонишь, скажем так, то нету смысла. Итак, вот что у нас получилось по отбору голов. 400 грамм, ну где-то 350-370 грамм уже так, в принципе, нормальный продукт шел на запах. Ну, я перестраховался, ну, отобрал 400. Я думаю, на головах экономить не стоит. Все, начали мы отбор, вот такой струйкой идет отбор, мы видим. Вот, пошел уже. Ну и сейчас, соответственно, появится спиртозность, наберется, ну, тогда покажу, какой спиртозности идет. Вот результат второй дробной перегонки нашего бурбона. Что у нас получилось? Ну, прежде всего, как мы видим, мы отобрали 400 мл голов, потому что по калькулятору самогончика было 330 мг на наш объем спирта сердца. Но, скажем так, я перестраховался, потому что еще были такие непонятные на заднем фоне оттенки на запахе, поэтому я отобрал 400 мл. Вот, все, сейчас это мы отправляем на распалку для шашлыков, и вот готовый чистый продукт. То, что получилось, значит, вот здесь в этой банке у нас вышло 1,5 литра, и вот в 2-литровом бутыльке, ну тут видим доверху немного не хватает, ну тут приблизительно литр 600, литр 700. Все, сейчас я в такой вот бутылек это все вместе перелью, смешаю и будем его разбавлять. Ну вот, и как видим, я только что перемерил, вышло 3 литра ровно, 90 крепость, 90 градусов. Ну, тут, скажем так, с учетом поправки на температуру, ну, где-то 88-89 градусов. Значит, все, сейчас это все дело мы разбавляем до крепости 40 градусов. Итак, ребят, вот конечный результат дистилляции нашего бурбона. Получилось 6,5 литра, как мы видим в бутыльке. Крепость его после разбавления 40 градусов. Но при разбавлении я, конечно, скажем так, накосячил, получил вот такой вот результат, такой вот мутнячок. И как я сделал, вернул его обратно до вот такого вот кристально чистого продукта, будет ссылочка, вот сейчас выскочит видео. Итак, если взять расчет, то на 11 килограмм сырья у нас вышло 6,5 литров. Это приблизительно, значит, на 1 килограмм сырья выходит у нас 600 миллилитров нашего дистиллята. В принципе, до выхода я считаю, что для зерновой браги это достойный. Дрожжи Кодзи отработали отлично. Все, значит, будем заканчивать это видео и продолжать дальше жизнь нашему напитку. Я напомню, что это мы готовили как основу. Хочу сделать
два напитка из этой бурбонной основы. Это первый Джек Дэниелс. Джек Дэниелс, Джим Бим, медовый. Делал я вот в этом видео. По ссылочке сейчас выскочит. Очень вкусный продукт получился. Разошелся на ура просто. Ну и хочу попробовать новинку. Это Джим Бим Черри, или как он называется, медовый, вишневый бурбон. Тоже, скажем так, в оригинале у Джим Бима мне очень нравится. Но хочу попробовать его, сделать его, скажем так, копию. Поэтому все, будем видео заканчивать. Прошу прокомментировать это видео. У кого какие рецепты бурбонов, кто какие методы перегонки. Ну и, соответственно, какие напитки кто делает после, скажем так, приготовления его в чистом виде. Все, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Это помогает алгоритмам YouTube продвигать наше видео. Ну и подписывайтесь. Дальше будет много интересного. Поэтому всем спасибо за просмотр. До свидания.